Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. У меня сегодня будут вот такая вот модель, полностью связанная спицами, платочной вязкой, лицевыми петлями на размер 37-38 они у меня будут. Для вязания мне понадобятся спицы круговые номер 2,5 я взяла. Мысок буду вязать на 2 коротких спицах. Теперь пряжа у меня белый цвет, 2 оттенка вот сиреневого и 2 оттенка зеленого, темный и светлый. Это у меня турецкий акрил, картопу флора, 240 метров и пару моточков по 250 метров в 100 граммах. Вы можете вязать любой подходящей пряжей для вязания следков, чтобы она была плотная и нитка легко не рвалась. Отвязанные детали в процессе вязания я буду измерять в сантиметрах, а также по размерам сейчас также скажу, сколько набирать, на меньший размер или на больший. Перехожу к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, вязать я начну вот с этой вот задней части. Провяжу сначала вот эту вот высоту. Буду делать добавки в начале и в конце ряда, в лицевых рядах. Потом я перейду на подошву, отвяжу подошву и перехожу на мыс. Вот так вот. И закончу крючком обвязала. Все, вязать здесь несложно. Значит, сейчас я на спице номер 2,5 набрала 60 петель. На 36 размер сейчас скажу. Наберите также. Единственное, высоту провяжем на 2 ряда меньше, на 36. На размер 39-40 можно взять спицы номер 3, и размер увеличится. Или пряжу чуть-чуть побольше, потолще, то есть. Или же на большой размер я набрала 60, набрать 62-64 петли. Вот здесь вот. Так, ну что, перехожу к вязанию по верху. Сказала, сейчас я вверх, когда отвяжу, я замеряю в сантиметрах начало и конец, отвязанную деталь полностью потом замеряю. Значит, здесь все просто. Каждые 2 ряда я буду менять цвет. Любые цвета можете подставлять, но я вот подбирала вот такой вот цветочек у меня, это фиалка, наверное, и поэтому вот так вот. Значит, набрала 60 петель, один ряд провязала все лицевыми. Теперь сразу я подвязываю контрастный цвет. Подвязали контрастный цвет. Каждые 2 ряда, как я сказала, будем вязать разными цветами. Значит, чередовать буду ряды. Теперь, как я буду делать прибавки? Смотрите, в начале и в конце ряда через ряд. В одном ряду я буду делать по одной прибавке в начале и в конце ряда, по одной петле добавлять. В следующем лицевом ряду я буду прибавлять по 2 петли. Вот так вот я делала прибавки. Еще советую вам связать вот один образец. Они вяжутся очень быстро, потому что плотность вязания и пряжа все равно у нас может быть разная. Вот я рассказываю, на какой размер они у меня вышли. Иногда бывает 250-240 метров написано, марка одинаковая, но нитка почему-то одна толще выходит. Вот поэтому может быть разница, в сантиметре быть разница. Так, значит, теперь вяжем. Лицевая сторона. Первый ряд вяжу с прибавками. Первую петлю снимаю. Через ряд делаю по одной прибавке, потом по 2 прибавки. Так, в этом ряду, в цветном ряду у меня будет по одной прибавке. Одну провязала, вот я из петли в этот раз буду прибавлять, нижнюю подняла и из одной петли, из нижней дужки, то есть добавила еще одну. Далее весь ряд до конца провязываю лицевыми петлями и в конце сделаю еще одну прибавку. Здесь все просто. Вяжем сейчас до конца все лицевыми. Довязала ряд до конца. Опять делаю одну прибавку. Из нижней петли я достала одну, прибавила. Одну провязала предпоследнюю и кромочную провязала изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Все петли провязываем лицевыми. У меня все вязание лицевыми. Первую кромочную снимаем, вяжем лицевыми. Петли не вытягиваем, стараемся вязать плотно, чтобы вязание было ровненькое, не растянутые петли.
Значит, довязываем весь ряд до конца лицевыми. Довязала ряд до конца. Теперь я в конце ряда последнюю петлю меняю цвет по изнаночной стороне. Следующий ряд перешли на лицевую сторону. Опять у меня белый цвет. И теперь я в начале ряда буду делать 2 прибавки. Из одной петли я буду вывязывать 3. Так, первую, наверное, провяжем. Теперь из одной лицевая, накид, лицевая. Вот так вот. Далее провязываем все опять лицевыми. И в конце ряда я также сделаю 2 прибавки. Довязываем ряд до конца. Пришли в конец ряда. И опять я делаю 2 прибавки. Из одной петли вывязываю 3. Одну провязала, одну набросила, одну провязала. Еще одна лицевая и кромочная, провязываю изнаночная. Все, это лицевая сторона. Переходим на изнаночную сторону. Все петли провязываю лицевыми. Первую снимаю, вяжу далее лицевыми. Так, здесь вот накид он перевернутый получается, провязали. Подтянули. Все, вяжем до конца ряда. В конце ряда опять буду менять цвет. Следующие 2 ряда у меня будут контрастным цветом. Подвязала я темный фиолетовый цвет. Теперь, значит, в цветных рядах, в белых у меня получилось по 2 прибавки я делаю в начале и в конце ряда, а вот в контрастных, в сиреневых я делаю по 1 прибавке. Теперь вот эти вот боковые нити по ходу вязания мы поднимаем. Так, какая у нас самая нижняя нить была? Так, смотрим, что здесь белая. Самую нижнюю нить поднимаю вот так вот, перебрасываю. Так, все, продолжаю вязать. Теперь в этом ряду у меня опять вяжу все лицевыми и делаю 1 прибавку. Можно обычным перекрученным накидом, это как вам удобно. Я петельку здесь подняла и с петельки провязала. Все, довязываем ряд до конца и в конце ряда точно так же делаем 1 прибавку. А в следующем ряду опять чередуем. Будем вязать белым цветом и уже делать 2 прибавки. Вяжем. Пришли в конец ряда, здесь точно так же 1 петлю прибавили, предпоследнюю провязала и кромочную провязала. Все, по 1 петле в цветном ряду прибавили. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Изнаночная сторона у нас вяжется без изменений, все лицевыми петлями. Следующий ряд у нас будет белым цветом. В белых рядах я делаю по 2 прибавки. Значит, так я буду вязать, сколько я провяжу. Все, показала вам. Делаем через ряд, чередуем. В одном ряду 2 прибавки, в следующем ряду 1 прибавка, да, в начале и в конце ряда. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах, как я уже говорила. Провяжу я сейчас всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И вот он последний 20 у меня здесь. 20 вот таких вот изнаночных дорожек у меня будет высота. Значит, на 36 на пару рядов провяжите меньше. И в петлях количество петель у меня будет 116. Значит, сейчас довяжу вот эту вот деталь до конца, к вам вернусь. Закончила я вязать вот заднюю часть деталь. Значит, у меня 116 петель и 20 вот таких изнаночных дорожек я провязала. Теперь сейчас я перейду к подошве. Давайте я сейчас сразу вам замерю. Вот можно даже на ногу прикинуть. Это облаточное вязание, оно хорошо растягивается. Вот так вот. И вот дотягивается. Так вот. А куда ты убегаешь? Угу. Теперь в сантиметрах. Что у нас получилось в сантиметрах? Высота у меня 6,5, да? Ну вот до 7 не доходит. Почти 7 высота. Теперь в начале сколько это в сантиметрах будет? Так, 19,5 в спокойном состоянии, в нерастянутом. И теперь вот это вот конечный результат. Как бы здесь так замерить? 37.
Ну, вот так вот. Вот так, как его замерять, я не знаю. Ну, самое главное, что я начало замерила. А так растянула, 38 получилось. В общем, вот смотрите, вот так вот как лежит эта деталь, вот так вот я замерила. Ну, вот 37 вот так вот у меня выходит. Далее переходим к подошве. Теперь подошву я начну вязать на средних 14 петлях. Вот у меня последний ряд был темным цветом. Сейчас я боковые петли, это 51 у меня здесь, 51 здесь и 14 посередине. Вот эти вот петли я провяжу, потом провяжу средние 14 петель и буду соединять крайние петли с петлями с боковой спицы. Смотрите, будем вязать обычным способом подошву. Вот я провязала до середины. 25 вот этих изнаночных у меня рядов получилось зубчиков. И здесь добавила еще по одной петле. В начале и в конце ряда, и всего у меня 16. И все, на 16 довяжу до конца, перейду на мысок, и мыс у меня также, вот эта вот средняя часть, будет 16 петель. Вот поэтому я вот так вот сделала. Теперь сейчас, значит, провязываем вот эти вот петли и переходим к подошве. Так, провязала боковые, провязываю теперь 14 средних петель и крайние петли закрываю. Белую нить вот эту вот мы не обрезаем. Она нам нужна будет для вязания мыска. Потом пусть она стоит там. Так, провязываю. Последняя петля, 14. Соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываем лицевой. Далее, на протяжении всего вязания можно провязывать, просто снимать, и останется здесь лицевая петля. Я ее делаю как изнаночную, то есть нить перевожу, нить у меня остается перед работой. Я ее вот пересняла. Далее все петли провязываю до конца лицевыми. Подошва у нас будет вязаться вся лицевыми петлями. Провязываю до последней петли и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе по изнаночной стороне провязываю лицевой петлей. Так, провязала, последняя петля осталась. Маркер можно убрать. 2 вместе соединила лицевой. Все. Нить опять за работу завела. Первую снимаю. И далее продолжаю вязать опять лицевыми петлями и боковые петли соединяю, провязываем по 2 вместе. Так будем вязать, соединять боковые петли вот до самой последней петли. В середине вязания, как я уже сказала ранее, сделаю 2 прибавки, будет 16 петель, и на 16 петлях довяжу подошву до конца, до самого. Значит, сейчас вяжем подошву, довяжем до конца, я к вам вернусь. Пойдем вязать мысок. Довязала до последней петли, последняя и петля с боковой спицы. 2 вместе провязала лицевой, подтянула, перешла на изнаночную сторону, опять первую снимаю, провязываю все лицевыми, довязала до последней петли, последнюю петлю соединяем по изнаночной стороне с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю я лицевой петлей, подтянула, все, перешла на лицевую сторону. Продолжаем, вяжем все то же самое. Первое сняли, провязываем до последней петли, под последнюю петлю соединяем, 2 вместе провязываем, заканчиваем вязать подошву, вяжем. Закончили вязать подошву, соединили все петли вот до последней. Теперь переходим, будем вязать мыс сейчас. Значит, смотрите, последняя петля у меня вот здесь вот осталась по изнаночной стороне. И как раз с этой левой стороны у меня белая нить идет. Вот последняя петелька. Основной этот цвет я обрезала с подошвы. И я эти 2 петли соединю белым цветом, потому что далее мыс буду вязать белым. Провязала изнаночной петлей последнюю. Все. Теперь далее переходим к мыску. Смотрите, я вот вначале, ну, видимо, не подумала, чтобы вот это вот
цвет подошвы не заходил на мысок, можно белым цветом начать вязать где-то на 4 ряда раньше. Вот здесь вот можно где-то прикрепить белый цвет и вот с этой части последние 3-4 ряда начать вязать белым, и уже полностью тогда белым будет цвет. Так, теперь далее. Сейчас будем вязать по схеме цветочек. Для этого я нарезала вот таких вот ниток небольших, узор небольшой, 2 оттенка сиреневого и 2 зеленого. Теперь по какой схеме я вот тут, как всегда, разрисовала. Значит, вот такой вот цветочек. Сейчас я провяжу его. Вяжется все лицевыми петлями, платочной вязкой. Узор меняется только по лицевой стороне. 16 петель у меня. Так, высоту 19 клеточек, да? Да, вот по клеточкам я просчитала. 19. Вот это вот у меня идет, это мы будем потом вывязывать язычок. Значит, вот я просчитала по вот этим вот крайним дужкам, кромочным петлям. У меня их также 19. И здесь вот одна останется, мы ее потом в обвязку заберем. Сейчас буду вязать мысок и присоединять вот к этим крайним дужкам. Я буду вязать сейчас по схеме. Кто может вязать по схеме, можете забрать схему и вязать. Кто уже со мной давно, те знают, как это вяжется лицевыми петлями. Кто не знает, я сейчас продиктую, провяжу попетельно все ряды лицевые. Схема также у меня на канале в шапке профиля есть такая графа, название записи или сообщества. Там их 2. И там я размещаю фотографии, и в карусели идет схема. Можно там также эту схему посмотреть. Схема очень простая, проще некуда. Так, начинаю вязать узор. Я в первом ряду сразу начну вывязывать узор. Вот мне нужен сейчас темно-зеленый цвет. Приготовили. Значит, вяжем первую петлю, снимаем. Считаю вместе с кромочной. 1, 2, провяжем 7 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна темно-зеленым. Подвязываем темно-зеленый цвет. Далее оставшиеся петли мы провязываем лицевыми белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До последней провязали. Последнюю провязываю лицевой. Теперь вот здесь белая дужка. Поднимаю одну петлю. Подняла. И также буду поднимать с этой стороны. Следите, вот здесь у нас белый ряд и здесь белый ряд, чтобы потом не было перекоса. Одинаково поднимаем. Теперь перешла на изнаночную сторону. Сразу 2 петли первые провязываю вместе. Изнаночной провязала. Далее все петли до последней провязываю лицевыми. А последнюю петлю я провяжу изнаночной. Белым цветом провязали. Далее, там, где идет узор, петли перебрасываем и провязываем их по узору без изменений. Вот петля зеленым цветом провязали, нити перебросили, довязываем до последней петли. Так, последняя петля я провязываю изнаночной. Далее поднимаю по 2 дужки, спицу ввела и одну петельку вытащила, подтянула. Теперь перешла на лицевую сторону. Первые 2 петли провязываю лицевой. Мы добавили с поддужки одну петлю, чтобы у нас оставалось то же самое количество петель, поэтому я вот сразу провязала. Теперь смотрите, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16. Так у нас и остается начальное количество петель 16. Далее продолжаем вязать по узору. Следующий ряд опять у нас точно так же мы вяжем повтор первого ряда. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель белым, 1 петля зеленым и оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым, как вязали в первом ряду. Сейчас мы вяжем второй ряд узора. Нити здесь перебросила опять. 7 белым провязали, 1 зеленым, нить перебросила. Вяжу до конца опять белым цветом. Все петли провязываю лицевыми. Вяжем плотно, не растягивая. Провязала все лицевыми. Теперь следующий вот у меня дужка идет светло-сиреневый цвет. Подхватила я лицевую петлю. Развернулась на изнаночную сторону. Первые 2 петли провязываю изнаночной петлей. Далее вяжу все лицевыми. И последнюю петлю провязываю изнаночной. И 1 петлю поднимаю с под бокового, как сказать, с кромочного ряда, да? Так, довязываем изнаночный ряд. Это у нас второй ряд по изнаночной стороне. Зеленым провязали, теперь белым довязываем до конца. Последняя петля мы провязываем изнаночной. И 1 петлю я поднимаю. Так, все, перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора вяжем. Первые 2 петли опять мы провязываем вместе. Мы так будем вязать на протяжении всего вязания. Закрываем боковые петли. Теперь далее, что у нас третий ряд. 4 петли белым. Первая на спице, вторая, третья, четвертая. Провязали. 3 петли зеленым. Ниточку вперед перебросили. Провязываем 1. Вот можно здесь с-под низу подхватить протяжку, вот так протянуть 2 и 3. Вот и не протянула. Ой. 3 зеленым провязали, теперь 1 белым. И опять 3 зеленым. 1, 2, 3. Значит, сейчас здесь лист у нас будет расширяться. Чтобы не делать сильно большую протяжку, я подвяжу еще 1 белый цвет с 2 сторон. Еще 1 нитку белого цвета, то есть подвязали. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом и соединяем с боковой стороной. Так, довязали лицевыми петлями, довязали. Теперь поднимаю 1 петельку, вытаскиваю, добавила, перешла на изнаночную сторону, еще раз изнаночный ряд пройдусь, далее изнанка у нас вяжется без изменений, и боковые петли присоединяем. Буду показывать только лицевую сторону узор, потому что по изнанке будем вязать все по узору без изменений, чтобы сильно много времени у меня на это на все не ушло, видео будет сильно длинным. Так, первые 2 петли я провязала изнаночной, далее мы вяжем середину все лицевыми по узору без изменений. Белым цветом провязали петли, которые были белые, далее ниточки перебросили, вот у нас идет зеленый цвет, провязываем зеленым. Опять у нас в середине 1 белая петля, провязали. Опять зеленым цветом 3 петли провязали. Все вяжем лицевыми, еще раз повторю. Так что у нас далее белый цвет. Заканчиваем изнаночную сторону. Это у нас третий ряд по изнанке.
провязали до последней петли. Последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей. Я провязываю, по крайней мере, я вот так вот в этот раз соединяла. Значит, теперь здесь сразу подхватываю вот сзади. Можно это делать с лицевой стороны. Я вот так вот делаю с задней части. Вот подхватила 2 петельки, вытащила одну, подтянули, все, развернулись на лицевую сторону. Теперь у нас 4-й ряд. Опять мы 2 первых петли провязали вместе. Так, вместе с кромочной у нас 3 петли белым цветом. Это у нас 1, 2, 3, 4-й ряд. Первая на спице 1, 2, 3. 3 петли белым. Теперь 3 петли темно-зеленым. 1, 2, 3. Здесь белый цвет перебросим, а он здесь у нас находится, да. 3 темно-зеленым провязали. Далее светло-зеленый цвет подвязали. Одна петля светло-зеленым. Одна белым. Одна светло-зеленым. 3 петли темно-зеленым. Здесь вот так вот провожу нить. Сильно не затягивайте, чтобы узор не был сильно стянутым. 1, 2, 3 темно-зеленым провязали. И оставшиеся петли провязываем белым цветом. 4 петли у нас осталось. Довязываем лицевыми белым. 1, 2, 3, 4 провязали. Так, одну петлю поднимаю. Вот здесь у меня какой теперь фиолетовый ряд идет. И следующая вот будет темно-фиолетовая. Развернулись на изнаночную сторону. 4-й ряд по изнаночной стороне провязываем по узору. Первые 2 провязала здесь вместе изнаночной. И далее все лицевыми петлями. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Провязываем. Так, довязываем изнанку до конца. И в конце опять у нас последняя петля. Мы провязываем изнаночной петлей. И поднимаем одну петлю из боковой дужки. Если здесь вдруг у вас плотно, можно воспользоваться крючком, даже поднять. Перешли на лицевую сторону. 5-й ряд узора у нас идет. Теперь 3 петли белым цветом вместе с кромочной считаю. Первые 2 мы провязываем вместе. 1, 2, 3 белым провязали. Далее 2 темно-зеленым провязываем. 2 светло-зеленым. 1 белым. 2 светло-зеленым. 3 петли темно-зеленым. И осталось у нас 3 петли белого цвета. Провязываем лицевыми. Так, провязали. Теперь далее что у нас идет здесь? Белый цвет. Подняла дужку одну, вытащила петлю. Развернулись на изнаночную сторону. Довязываем 5-й ряд по изнаночной стороне.
Первые 2 петли опять и провязываю изнаночной. Далее все вяжу по узору без изменений. Провязываем лицевыми до последней петли, и последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей и поднимаем петлю с боковой стороны. Довязываем ряд до конца, заканчиваем 5-й ряд. Перешли на лицевую сторону, 6-й ряд узора, первые 2 петли белым цветом. Так, здесь у нас первые 2 мы провязываем вместе, 1 и 2. Далее 4 петли светло-зеленым. Провязываем 1, 2. Нить белую перебросила. 3, 4. 1 белым. 1 темно-зеленым. 3 петли светло-зеленым. 2 петли темно-зеленым. Осталось у нас 3 петли белым цветом. Довязываем. Здесь нитки перебросила. Довязываем лицевыми. 1 петлю поднимаю, присоединяем. 6-й ряд по лицевой стороне закончили. Возвращаемся на изнаночную сторону, переходим, то есть первые 2 петли провязала я вместе. Далее все вяжу лицевыми по узору. Вяжем до конца ряда. В конце ряда мы провязываем изнаночной и поднимаем 1 петлю. Так, довязали 6-й ряд по изнаночной стороне. Переходим на лицевую сторону, вяжем 7-й ряд. 7-й ряд лицевая сторона. Первые 6 петель мы провязываем белым цветом. Так, первые 2 вместе провязываю. 1, 2, 3, 4. Здесь светло-зеленый поднимаю, перебрасываю. 5, 6 провязали. Далее 1 петля темно-зеленым. 2 петли белым. Здесь зеленый опять перебросила, светло-зеленый. 2 петли белым провязали. 3 петли светло-зеленым. 1, 2, 3 провязали, и 1 петля темно-зеленым. Провязали оставшиеся 3 петли, довязываем белым цветом лицевыми петлями. 1, 2, 3 провязали. Далее поднимаю 1 петлю, прикрепляю мысок к боковой части. 1 подняла. 7-й ряд по лицевой стороне мы закончили. Вяжем по изнаночной стороне теперь по узору без изменений. Первые 2 вместе провязала изнаночной. Далее все вяжем лицевыми петлями. Меняем цвета. Каждый цвет провязываем над своим цветом. Заканчиваем ряд. Перешли на лицевую сторону, 8-й ряд узора, и первые 5 петель мы провязываем белым цветом. Так, первые 2 вместе у меня лицевой идут. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. 1 темно-зеленым. 3 петли белым цветом. 4 петли светло-зеленым. Провязываем 1, 2,
3, 4. И осталось у нас 3 петли белых. Довязываем белым цветом до конца лицевыми петлями. Это у нас 8 ряд узора. 1, 2, 3. Довязали. Одну петлю поднимаю. Переходим на изнаночную сторону. Первые 2 провязываю здесь изнаночные. Далее опять вяжем все лицевыми. По узору провязываем каждый цвет над своим цветом. Заканчиваем 8 ряд по изнаночной стороне. Ниточки перебрасываем, подтягиваем здесь. Так, вот что я тут накрутила. Перешли на лицевую сторону. Вот что у нас получается. 9 ряд узора мы сейчас будем вязать. Так, что у нас в 9 ряду? Первые 4 петли белым цветом. Так, первые 2 вместе я провязываю. 1, 2, 3, 4 белым. 1 петля темно-зеленого цвета. Провязали. Далее 6 петель белым. Продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 петли светло-зеленого. 1, 2, 3. Провязали. Осталось 2 петли белых. Довязываем. 9 ряд по лицевой стороне закончили. И по изнаночной стороне, то есть мы его закончим. Так, подняла здесь с боковой дужки 1 петельку. Развернулись. Провязываем изнаночную сторону по узору. Первые 2 вместе изнаночные. Далее провязываю все лицевыми. Нити перебросили, подтянули. Довязываем 9 ряд до конца. Перешли на лицевую сторону. 10 ряд узора. И первые 4 петли считаю вместе с кромочной белым цветом. Одна петля, вторая, третья и 4. 1 темно-зеленым. 1 белым. Теперь нам нужен темно-сиреневый цвет или фиолетовый. Подвязали. 1 петля темно-сиреневым, так скажу, да? Провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель должно остаться. 3, 3, 3. 9 петель осталось. Довязываем ряд до конца белым. Это у нас 10 ряд. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору, как вязали предыдущие ряды. Так, значит, зеленый цвет, светло-зеленый цвет нам больше не нужен. Мы сейчас эту ниточку так перебросим, закрепим и обрежем. Потом еще ее можно будет подвязать. Так, довязали ряд до конца. Добавила здесь петлю. Перешли на изнаночную сторону. 10 ряд по изнанке заканчиваем. Первые 2 вместе провязала. Далее все вяжу лицевыми. Лицевая сторона, 11 ряд узора. Первые 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Зеленые цвета нам больше не нужны, можно пообрезать их. Так, теперь 3 петли темно-сиреневым, фиолетовым, сиреневым, темным цветом. 3 петли провязываем. 1, 2, 3 провязали. 1 белым. 2 петли
светло-сиреневым. Подвязали светлый цвет, светло-сиреневый, и 2 петли провязываем. Провязали, и оставшиеся 5 петель должно остаться белого цвета. Угу, 5 петель осталось. Довязываем ряд до конца белым цветом. Это у нас какой? 11 ряд. Довязываем 1, 2, 3, 4, 5. Белым лицевыми провязали. 11 ряд по лицевой стороне закончили. Одну петлю подняла с боковой спицы, добавила. По изнаночной стороне 2 вместе провязала изнаночной. Оставшиеся петли мы провязываем по узору лицевыми петлями. И последнюю точно так же провязываем изнаночной. И одну петлю поднимаем. Довязываем ряд до конца изнанку. Закончили вязать 11 ряд, перешли на лицевую сторону. 12 ряд узора у нас по лицевой стороне. Так, 12 ряд, первые 3 петли у нас белым цветом. Так, первые 2 я провязываю вместе. 1, 2, 3. Провязала. Далее 1, 2, 5 петель темным, темно-сиреневым 5 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1, 2, 3, 4. 4 петли светло-сиреневым. Нити перебросили. 4 петли провязываем. Светло-сиреневым провязали 4 петли. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Нити подтянула, перебросила. Осталось 4 петли белых. Довязываем. 1, 2, 3, 4. Довязали. Это у нас 12 ряд. Повторю еще раз. Довязали одну петельку. Поднимаю. Разворачиваемся. По изнаночной стороне. Изнаночную сторону провязываем первые 2 вместе изнаночной, следующие провязываем лицевыми по узору, и в конце ряда последняя петля изнаночной и одну петлю поднимаем с боковой дужки. Так, нити перебросили, довязываем 12 ряд. Лицевая сторона, 13 ряд узора, вяжем первые 2 петли белым цветом. 1, 2 белым провязали. Далее фиолетовый цвет провязываем темно-сиреневый, то есть 3, 4, 6 петель. 6 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 3 петли светло-сиреневым. Я извиняюсь за мои пудранные руки, но у меня бешеный кот живет, поэтому у меня постоянно подратые руки. 1, 2, 3. 3 петли светло-сиреневым провязали. И оставшиеся 5 петель. Ой, нет, не 5. Ну да, 5. 1, 2, 3, 4. И вот она пятая. 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали лицевыми. Одну петлю, как всегда, добавили. Все. Теперь изнаночная сторона. Первые 2 петли провязали вместе. Возвращаемся. Вяжем изнанку до конца. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Я время от времени петли пересчитываю, чтобы ничего не упустить. Перешли на лицевую сторону. 14 ряд узора. Здесь нам понадобится вот такая небольшая ниточка. Желтый цвет на одну петлю. Для одной петли. Значит, первые 3 петли белым цветом. 1, 2, 3 провязали. Далее темно-сиреневый.
4 петли провязываем темно-сиреневым. 1 желтым, 2 темно-сиреневым, 2. Здесь светлый цвет вот так подняли, закрепили, провязали. Оставшиеся 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель довязываем до конца белым. Довязали. 1 петлю поднимаем. Это у нас 14 ряд. Провязали. Теперь по изнаночной стороне возвращаемся в начало ряда. 15 ряд узора. Первые 5 петель белым цветом. Первые 2 провязываю вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 петли светло-сиреневым. Далее темно-сиреневый цвет. 4 петли провязываем. 1, 2, 3, 4 темным цветом, темно-сиреневым. Провязали. И оставшиеся 5 петель до конца ряда довязываем белым цветом. Подтянули, нити перебросили здесь. Это у нас 15 ряд. Довязываем до конца белым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Все, закончили. И по изнаночной стороне возвращаемся. Так, здесь у нас белую подняли, и здесь белая. Изнанку провязываем по узору. 16 ряд узора. Первые 4 петли белым цветом вяжем. 1, 2, 3, 4. 3 петли светло-сиреневым. И 4 петли темно-сиреневым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Это у нас какой 16 ряд. Белый цвет подняли. Осталось 5 петель. Довязываем белым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала. 1 петлю поднимаю. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И изнаночную сторону мы вяжем по узору без изменений. Заканчиваем по изнанке 16 ряд. 17 ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4. 3 петли светло-сиреневым. 1, 2, 3. 1 белым. Темно-сиреневый дальше. 2 петли провязываем. 1, 2. Все. И оставшиеся петли до конца ряда. 6 петель осталось. Довязываем белым цветом. Это у нас 17 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали по изнаночной стороне. Возвращаемся по узору без изменений. Вот так вот.
Лицевая сторона, 18 ряд узора. Это последний ряд. Первые, потом еще у нас белым будет. Первые 5 петель провязываем белым цветом. 2 вместе провязала в начале. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1 светло-сиреневым. Так, остальные цвета можно пообрезать. Провязали, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Все, узор на этом закончили, провязали. Довязываем ряд до конца белым. И по изнаночной стороне возвращаемся. Так, провязала. Вот тут у меня предпоследняя подняла. Вот одна петля остается. Развернулись, свяжем изнаночную сторону. Первые 2 вместе, оставшиеся петли провязываем лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Все, один ряд. Сейчас я провяжу еще все белым цветом и по лицевой стороне, и по изнаночной. Вот закрою последнюю петлю, а потом сделаю небольшой язычок. Значит, сейчас все петли провязываем лицевой ряд и изнаночный, все провязываем белым цветом, довяжем до конца, соединим последнюю петлю и по изнанке вернемся в начало ряда. Так, провязываем. Все, вернулась я в начало ряда, соединила все петли. Вот так вот у меня получилось. Теперь, значит, сейчас вот сделаем вот такой вот язычок. Его можно и повыше провязать, больше рядов. Значит, я не стала делать сильно большой. Где это моя схема? Опять смотрите, сейчас я провяжу полных 2 ряда, еще ряд, еще ряд. Это лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Получается туда-сюда 4 ряда, 2 изнаночных дорожки. С третьей я сделаю убавки по лицевой, по изнаночной стороне, потом закрою петли и сделаю обвязку. Значит, сейчас я провяжу, как я уже сказала, полных 2 ряда лицевыми петлями, вам вернусь, сделаю убавки. Значит, после мыса я провязала вот 1, 2 полных 2 ряда, 2 изнаночных дорожки. Как я уже сказала, хотите повыше сделать, можно еще пару рядов провязать. Теперь далее третий получается у меня изнаночный ряд. Первую снимаю, следующие 2 петли провязываю вместе, сделала одну убавку. Затем до конца ряда я провязываю лицевыми, и в конце ряда, не довязывая 3 петель, я сделаю опять одну убавку. Так, осталось 3 петли, 2 петли провязала вместе, кромочную я провязываю изнаночной. Так, теперь убавила, перешла на изнаночную сторону. Здесь также сделаю убавку. Первую сняла, 2 петли провязала вместе, довязываю до конца ряда. И в конце ряда делаю одну убавку. Так, 3 петли опять у меня осталось. 2 вместе провязала, кромочную провязала изнаночной. Значит, так, все, что у меня получилось, вот так вот получилось. Я закрою, потому что еще будет обвязка 2 ряда крючком. Обвязывать обязательно, потому что он вот и широко, и это укрепит верх, и будет на ноге сидеть хорошо тогда. Так, теперь далее закрываю петли теперь. Значит, при закрытии петель я еще сделаю убавку. Так, первую петлю снимаю. Вот что-то тут у меня. Закрываю петли, первую сняла. Далее 2 петли вместе провязала и набросила, протянула через первую петлю. Так вот. Далее закрываю петли, одну провязала и протянула через предыдущую петлю. Одну провязала и протянула. И в конце ряда я еще убавлю одну.
Осталось 3 петли. Опять я 2 петли провязала вместе и протянула через предыдущую. Так, и последняя. Все. Вот такой вот верх получился. Нить обрезаем. Так, все готово. Значит, вот так вот у нас получилось. Теперь что тут вам замерить? Ширину, длину? Ну вот, давайте мыс полностью. Вот белый цвет. Вот 10 сантиметров. Почти, да? 10. Ширину передняя часть. Сколько здесь вышло? Ну, 5,5, почти 6, да? Ну, это же в нерастянутом виде. Еще раз. Двадцать два. Пускаю 2,5 сантиметра на растяжку. До 24 они растянутся. 23,5 спокойно. Ну, это же опять на ноге они больше растягиваются. Так что кто любит в растянутом виде, в натяжку, кто, чтобы было посвободнее. Так, теперь далее что делаем? Темный цвет. Крючок у меня 1,50 миллиметра. Это номер 5, да? Середину находим. И обвязываем любым удобным для вас способом. Обвязать обязательно. Если получилось широко, то можно даже вот потуже здесь подтянуть при обвязке. Так, сейчас вот этот хвостик сразу запрячу. Подвяжем его. Я обвязываю столбиками без накидов. Самое простое, что только есть. Я с обычным крючком не очень дружу. Поэтому вот самое обычное. Ввела под 2 дужки, захватила ниточку, протянула. Так я обвяжу один ряд и потом еще один ряд. И на этом будет все. Заканчиваем делать обвязку. А я на этом буду с вами сегодня прощаться. У меня все. Тапочек получился симпатичный, вяжется быстро. Простое вязание, но вот иногда и простые модели нужно связать. Так, теперь обвязываем весь язычок здесь аккуратненько, чтобы это все было ровно и красиво. Ой, вот смотрите, хотела повыделываться, чтобы было ровно и красиво, и слетели все петли. Что такое? Здесь в уголку подтяну. И опять все то же самое. Я ввожу по 2 дужки крючок. Раз, вытащила ниточку, захватила, протянула. Опять ввела по 2 дужки, вытащила, захватила нить и соединили. Значит, довяжем до конца. Можно один ряд оставить вот так вот, а можно пройти еще один ряд, будет более плотно и крепко. Все, всем спасибо за просмотр, за оставленные лайки, комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.